Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Гия Саралидзе. Это программа «Соседи». Как всегда, мы говорим о событиях, главных событиях на постсоветском пространстве. И сегодня будем говорить о военной составляющей. Тем более, что у нас в студии наш постоянный эксперт военный Михаил Михайлович Ходоренок. Михаил Михайлович, рад вас вновь приветствовать. Михаил Михайлович, мы с вами за тем, что происходит на Украине, следим начали следить еще до начала специальной военной операции. И, собственно, раз в месяц встречаемся с вами и подводим какие-то итоги и пытаемся заглянуть вперед. Пока все, о чем вы говорили, скажу там процентов на 80 точно, с моей точки зрения, точно сбывается. Да, и напряженность того, что и поставки, о которых вы говорили. Можете охарактеризовать вот ту ситуацию, которая сейчас, на нынешний момент, в каком состоянии находятся боевые действия на территории востока Украины, и как их можно охарактеризовать? Наверное, все-таки надо начинать не с оценки обстановки на линии боевого соприкосновения, а, скажем так, с общестратегических, военно-политических позиций, чем характеризуется обстановка вокруг Украины. Тем более есть поводы для того, чтобы подобным образом рассуждать. Это и состоявшаяся встреча контактной группы по Украине в Брюсселе, так называемый «Рамштайн-3». Это и визит лидеров западноевропейских государств в Киев. Поэтому, наверное, все-таки будем для начала рассуждать, так сказать, с общестратегических позиций. Давайте начнем с общестратегических. Что надо, во-первых, сказать о визите Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Марио Драги и примкнувшего к ним господина Иоханнеса в Киев. Высказывалась точка зрения, что они поедут там чуть ли не с какими-то мирными предложениями, уговаривать. Бильд до сих пор так и считает. Я читал, одна из главных немецких газет, они продолжают на этом настаивать, действительно. Да, они могут считать все, что угодно. Они могут считать все, что угодно. Я думаю, вряд ли им там Олаф Шольц что-нибудь нашептал по этому поводу. Поскольку иногда ведь мы видим 2-3% от общеполитических таких процессов. А иногда и их не видим. А иногда и их не видим, поэтому там нет. Конечно, количество экспертов, можно говорить так, им легион, безусловно. Но все-таки вернемся на фарватер наших рассуждений. У нас же даже иногда говорили, что там чуть ли не Эммануэль Макрон придерживается каких-то пророссийских настроений. И в нашем экспертном сообществе цепляются за его фразу «не надо унижать Россию». А надо прямо сказать, что президент Франции выступает пышно, цветисто, с многочисленными аллегориями, историческими параллелями. И надо все время его текст тщательно переводить в целом, а не вырывать какие-то фразы из контекста. Когда он сказал «не надо унижать Россию», он-то имел совершенно другое. Наши эксперты схватились за эту фразу, понесли с ним как со знаменем. А на самом деле он сказал «после военного поражения России к ней не надо предъявлять какие-то сверхжестокие требования, подобно Версальскому мирному договору в 1919 году, когда Германии условия этого договора показались столь унизительными, что вопрос реванша, вопрос общенациональной мести со стороны Германии стал просто вопросом времени. Вы знаете, честно говоря, когда Макрон говорит о победе над Россией, то есть давайте, ладно, не просто над Россией, давайте рассуждать так. Победы над ядерной державой. У меня всегда возникает несколько вопросов. Они понятны, на мой взгляд, да, эти вопросы. И не игнорировать эти вопросы нельзя, честно говоря. Поэтому давайте действительно эти цветастые макроновские фразы оставим в покое. Понятно, на что они намекают. Да. Я не записывался, упаси бог, в поклонники Эммануэля Макрона и тем более в либералы. Но действительность такова, что вот общая позиция Запада по отношению к этому конфликту, она примерно звучит так. Она неоднократно озвучена и представителями экспертного сообщества, и СМИ,
и политологами. И она звучит примерно так, что вот если все свести в одно предложение, что мы не можем допустить военного успеха Российской Федерации в специальной военной операции, мы не можем допустить захвата столь значительных территорий украинского государства, ибо, вот теперь самое интересное, ибо это ободрит Китай в его замысле захватить Тайвань военным путем, что может привести к еще более тягостным последствиям не только для всей Азии, а и для мира в целом. Вот так эта позиция Запада звучит. Это, собственно говоря, она неоднократно озвучена. И опять-таки, возвращаясь к визиту Шольца, Макрона, Драги и Аханнеса в Киев, опять-таки высказывалась точка зрения, что они едут с мирными инициативами. Чем все закончилось дело? Дело закончилось демонстрацией общеевропейской солидарности, обещанием новых поставок оружия и обещанием кандидатства в ЕС. И никаких ни мирных предложений, ни территориальных уступок там так и не прозвучало. Согласен, не прозвучало, не значит, что это не обсуждалось. Ну, то есть вот мы как раз эти 2-3%, то, что мы видим, то, что они демонстрируют, про солидарность. Я вижу, что эта солидарность не такая уж солидарность, тем более там есть американская позиция, есть европейская. Здесь там интересно анализу подвергались вот то, что собираются поставить. И очень многие эксперты говорили, что это, ну, пока вот то, что там пообещали, это, ну, даже по сравнению с тем, что раньше, все-таки ленд-лиз, там серьезно, это, что это, в общем, как-то несерьезно. Вы согласны? Ну а теперь плавно переходим к поставкам. Это следующий пункт нашего рассуждения. Рамштайн-3. Да. Во-первых, действительно высказывается точка зрения, что типа мало поставили. Мало и долго, вот что там главное. Да, но опять-таки обратимся, я не собираюсь тут быть адвокатом дьявола, как принято говорить. Просто опять-таки надо смотреть на вещи реально и не тешить себя разного рода химерами. Вот вообще что. Шапка закидательства, да. И настроение давно надо оставить. Вот что, опять-таки, или вы остаетесь в реальном мире, значит, или жизнь вас накажет. Вот я бы так сформулировал. Теперь, собственно говоря, о поставках. Что по этому поводу сказал сам Марк Милли? Опять-таки, будем цитировать близко к тексту. Он сказал: я нахожусь на, можно сказать, прямой связи с генералом Залужным, главой военного совета Украины. Мы практически в полном объеме удовлетворяем, это я цитирую его близко к тексту, мы практически в полном объеме удовлетворяем заявки Украины. Все, что они просят, мы поставляем. Вот так сказал Марк Милли. Разногласий с генералом Залужным у нас нет. И он приводил цифры, типа просили 200 с лишним танков, 200 с лишним танков и поставили. Просили столько-то артиллерийских орудий, поставили даже больше. Вот. Но опять-таки нет единства даже среди украинского руководства. Вроде бы Милли находится на связи с Залужным, а там еще выступают же и другие люди. Кто только не выступает. Кто только не выступает с этими оценками. В частности, Михаил Подоляк. Да. Но опять-таки... Да и Зеленский сам. Или, например, заместитель министра обороны Маляр. Да вы как-нибудь там договоритесь о единой позиции по своим, то есть много это или мало, вовремя, не вовремя, потому что Марк Милли и Залужный утверждают, что у них в этом плане достигнуто взаимопонимание и полное взаимодействие. Вот, то есть, ну, видимо, опять-таки хотят, к чему вот эти все выступления, вот и украинские, и ряда других политиков, ну, типа, мы тут истекаем кровью, а вы нам недостаточно оказываем помощь. Но, видимо, чтобы опять-таки с целью увеличить поставки вооружений. Ну, это по большому счету логично. Что тут надо иметь в виду, что тут надо иметь, какой позиции придерживаются американцы, да и здравомыслящее украинское военное руководство, то, что излишние поставки иногда могут даже повредить делу, если они поставляются в необученные руки. И вот, к сожалению, для нас, к большому сожалению, вот эта система поставок вооружения и обучения украинских военнослужащих заработала достаточно эффективно. То есть уже отлажена и система поставок, и подготовка украинских расчетов. И этот конвейер, он только ускоряется, темпы его работы увеличиваются. И вооружение сейчас поставляется ровно столько с обученными расчетами. И опять-таки те же самые американские генералы говорят, что нам нет смысла отвечать танком на танк, орудие на орудие, реактивная система залпового огня на реактивную, то есть чисто в количественном отношении.
Мы собираемся решать эти вопросы вооруженной борьбы исключительно качеством нашего вооружения. И если сравнивать действительно некоторые тактико-технические характеристики, ну, того же самого Хаймерса, о котором очень много говорят. И тем более в нашем экспертном сообществе раздаются самые различные оценки. Типа, да, это не так страшно, да, эта система там, да их мало, и они никак не повлияют на ход вооруженной борьбы. Но опять-таки, вот если сравнивать, например, Хаймерс, например, с той же самой реактивной системой залпового огня, отечественной «Ураган». Дело в том, что, например, тот же самый «Ураган», он ведет огонь по площадям. А «Хаймерс», у него ракеты управляемые, и его можно отнести к высокоточному оружию. Да еще с дальностью стрельбы 70 километров. То есть он будет поражать точечные объекты. Потому что там ракеты оснащены и инерциальной системой наведения, и корректировкой с помощью GPS. У нас таких ракет нет. Хаймерс быстро перезаряжается, в отличие от наших, например, «Ураганов» и там БМ-21 «Град» или «Торнадо». Высокоподвижные системы. И самое главное, они будут использовать еще, во-первых, цифровая система подготовки исходных данных для стрельбы и получения информации от всех средств разведки. И это действительно грозное оружие. Вот. И может ли такое оружие изменить ход операции и боевых действий? В достаточном количестве не то чтобы изменить, я бы не так сформулировал это, я бы сформулировал существенно изменить характер вот этой вооруженной борьбы. Не то чтобы изменить в целом, потому что оружие редко меняет в целом вооруженную борьбу. А вот то, что это существенно усилит боевые и даже, скажем, оперативные возможности вооруженных сил Украины, это безусловно. Любые поставки, наверное, тем более такого оружия современного и так далее, понятно, что оно вносит коррективы и позволяет там нанести больший урон противнику и так далее. Откуда тогда, на ваш взгляд, вот эти увеличившийся поток? Если раньше мы видели просто буквально всполохи такие, да, того, что сомнения в победе окончательной украинской армии там, и так далее. Если политики еще выражают, что чуть ли не Крым скоро Украина вернет с помощью нового оружия западного, но это в основном политические заявления, на которые, честно говоря, я уже не очень обращаю внимание. Из-за того, что профессия такая, все-таки читаю, конечно, но к сведению принимаю все меньше и меньше. А вот поток в информационный, тем более в масс-медиа, которые вдруг, да, это там The New York Times, Guardian там, и так далее, все чаще и чаще. А сейчас просто, на самом деле, если это раньше был тонкий ручеек, сейчас это такая полноводная река. О том, где приходят к выводу, что украинская армия не может победить. И что территориальные уступки Украины, они неминуемы. Откуда это берется тогда, на ваш взгляд? Я бы не стал столь серьезно относиться к текстам, опубликованным в тех или иных средствах массовой информации. Опять-таки, давайте будем опираться на факты. Хорошо. А что, собственно говоря, какая база послужила для подобных выводов? Думаю, Мариуполь прежде всего. Потому что они считали, я сравнивал с тем, что они писали раньше, и что они пишут сейчас. Раньше они писали, да, там Мариуполь, там готовится контрудар. Контрудар мы ждем с середины апреля, если по их этим самым, по выкладкам тех экспертов, которых они привлекали тогда. Потом тон изменился. Потом был Северодонецк. Они называли это City K, то есть город-ключ. Там и так далее. Потом написали, что не обманывайте, Северодонецк не так важен и так далее. Потом начали писать, что да, пока украинская армия не может достичь, пока не то, что какого-то стратегического перевеса, но и тактического. То есть я вижу изменения в настроениях. Я не говорю, что они там имеют они под собой, не имеют, но я вижу, что это происходит. И какое-то объяснение этому должно быть. Опять-таки, если перевернуть несколько страниц и, как говорится, углубиться в историю, то ведь совсем недавно, еще 3 месяца назад, те же самые средства массовой информации писали, что Украина вряд ли продержится больше 2 суток, к примеру, правильно?
И не то чтобы средства массовой информации, так эту мысль генерировали многие ответственные военные политики на Западе. То есть нет смысла оказывать какую-то военно-техническую помощь вооруженным силам Украины, которая не продержится 48-72 часа. И такое было. И опять-таки, я тут не собираюсь там что-то преувеличивать или преуменьшать. Упаси Бог, надо всегда оставаться, что самое главное в нашем деле, опять-таки, это военно-политический реализм. Вот на его позициях надо оставаться. Пока у вооруженных сил Российской Федерации есть определенные успехи, продолжаются наступательные действия на Харьковском направлении. Почему вы говорите «пока»? Это, может, две коннотации. Пока вы видите, что это может измениться, или пока вы имеете в виду... Вот не договоришь, а уже цепляешься за слово. А я повторю все то же самое, поскольку надо просто закончить мысль. Пока у вооруженных сил Российской Федерации есть успехи, продолжается наступление на Харьковском направлении, на Изюмско-Славянском, ведутся бои за Северодонецк, и, по всей видимости, вооруженным силам Украины город не удержать. Я так полагаю, что в ближайшее время начнется оперативный отход на новые оборонительные рубежи. Успешно развиваются действия в районе Горского, Золотого. Но вот что теперь означает слово «пока»? Но пока эти успехи не переросли в крупные успехи оперативно-стратегического плана. Вот в чем все дело. Вот что нам надо добиться в ближайшее время. Что вы подразумеваете под этим термином оперативно-тактический? Это что значит? Это означает либо какие-либо крупные окружения, уничтожения вооруженных сил Украины. Это прорывы оперативного масштаба. Это дальнейшее углубление на территорию Украины. Это, опять-таки, взятие штурмом каких-то крупных административно-политических центров Украины. Ну хорошо, мы возьмем, например, Северодонецк, в чем я не сомневаюсь. В ближайшее время это произойдет. Хотя бои за этот город идут уже 2 месяца. Если, опять-таки, посчитать, сколько мы бьемся за Северодонецк, то получится 2 месяца. Но эти успехи, о которых я только говорил, вот в чем смысл этого выражения, пока, за которого так уцепились, это не те успехи, которые можно было бы выложить на стол переговоров Украины и сказать: вот, ребята, до капитуляции вам осталось 5 миллиметров, ну, может быть, 6. Поэтому соглашайтесь на наши условия. Интересно. Пока вот взятие Северодонецка, оно не послужит каким-то триггером. А что послужит? Более крупные успехи. Ну, более например, не знаю, взятие Харькова, не знаю, что, Николаева. Ну, это я сейчас мы всегда говорили о том, к примеру, так, занятие левобережной Украины. Да, понятно. вот, пример. Да. А вот, скажем так, чтобы это, опять-таки, не мельчить, а то не приводить названия населенных пунктов Украины, а занятие, скажем, левобережной части Украины. Вот это могло бы служить крупным оперативным стратегическим успехом, который бы побудил бы, например, украинскую сторону сесть за стол переговоров. Но мы рассуждаем пока в плане по поводу переговоров. Здесь украинская сторона все время говорит о том, что и Арахами, будучи в Соединенных Штатах Америки, давая там интервью, я напомню, что это лидер президентской парламентской партии, главный правящий, заявил о том, что сейчас у Украины очень слабые позиции переговорные, потому что такова военная ситуация. Мы очень много теряем, он сказал, до 1000 в день. Это его такая цифра была названа. Мы теряем территории, и поэтому нам сейчас садиться за стол переговоров не с руки. Нам нужны какие-то прорывы, какие-то победы для того, чтобы что-то у нас было, что положить на стол переговоров. То есть это вот они немножко от обратного. Вы говорите, что нам надо достичь каких-то серьезных, чтобы они пошли, а они говорят, что им нужно достичь каких-то результатов для того, чтобы сесть в более сильной позиции. Это совершенно нормальная позиция, как с той, так и с другой стороны. Да. Совершенно но пока патовая с точки зрения, чтобы кто-то сел, да, потому что мы их не можем вынудить пока сесть, а они пока не могут ничего сделать такого, чтобы мы сели, и начали уступать. Это значит, что все будет решаться, как главный дипломат всея Европы заявил, Боррель, все будет решаться на поле боя. Ну а так всегда в истории решалось.
Так никогда не было по-другому. То есть тогда получается, что все крики, да, там, и стенания людей о том, что давайте мир, мы хотим мира, они получается, что они упираются в ту реальность, которая существует на поле боя. Ну, я бы не стал, опять-таки, принимать всерьез вот разного рода стенания, опросы общественного мнения. Вот, несерьезно все это, несерьезно. Вот, опять-таки, все будет решено исключительно на полях сражений. Хорошо, вот то, что вы сейчас видите, вы говорили о определенных успехах российской армии. На ваш взгляд, все-таки есть ли какие-то серьезные доводы за то, что это может перерасти вот как раз в такие тактические большие победы, о которых вы говорили, которые нужны ровно для того, чтобы украинская сторона уже поняла, что надо договариваться и в чем-то уступать и проявлять гибкость? Ну, в конце концов, мы искренне в это верим, правильно? Мы же, в конце концов, не можем оставаться на другой позиции, как верить в успех российского оружия и в успех специальной военной операции и в реализацию замысла Верховного Главнокомандующего в полном объеме. Мы стоим на этой платформе. Да, это настаивает и МИД, кстати, это проводник. И все. Но все-таки с точки зрения военной, вы видите сейчас вот в этих небольших победах, тактических каких-то преимуществе, в инициативе, вот очень часто говорят, что инициатива принадлежит сейчас российской армии. Кстати, вы с этим согласны? Ну, скажем так, будем надеяться, что тактические успехи вооруженных сил Российской Федерации, союзных сил, рано или поздно перерастут в успехи оперативного и оперативно-стратегического масштаба. Вот такое. Ну, то есть, вот то, что вы сейчас видите, это вы не могли бы сказать, вот это и вот это, оно как бы говорит о том, что это может перерасти в подобные большую победу. Будем надеяться. Хорошо. У меня есть несколько вопросов из другого региона, тоже с войной связаны. Ну, правда, первый вопрос, он и с Украиной связан. Мы видим, как серьезно очень давят на руководство Грузии. Там даже отозвали посла в свое время украинцы из Тбилиси своего, потому что они надеялись на более действенную поддержку. Грузия до сих пор не присоединилась то есть она присоединилась к международным санкциям, что касается банковской системы и так далее, но не присоединилась вот к этим экономическим санкциям против России. Тем более в Грузии в штыки восприняли идею, с которой выступали несколько политических деятелей Украины, об открытии так называемого второго фронта. Потому что некоторые деятели политические Украины говорили, что очень сейчас хорошее время для Грузии для того, чтобы решить свои территориальные проблемы. Да, имели в виду Южную Осетию и Абхазию, естественно. Вот. В Грузии сразу к этому очень настороженно отнеслись. Правящая партия и премьер-министр очень по этому поводу много высказывались, говорили, что ни в коем случае Грузия не будет втягиваться в этот конфликт. Социологические опросы с каждым месяцем, даже каждые 2 недели они, по-моему, проводят, причем это американские, европейские замеры, говорят о том, что число людей, граждан Грузии, которые выступают против втягивания в российско-украинский конфликт, достиг уже там 78%. В Грузии вообще редко бывает такое единение. Единодушие, да. Ну, есть вот в основном это последователь там Саакашвили, которые, значит, критикуют эту позицию, но и то критикуют, надо сказать, не так яростно, как могли бы, как можно было бы себе представить. На ваш взгляд, все-таки вот это давление, причем ладно Украина, но дело в том, что давит Соединенные Штаты Америки, а для Грузии это очень серьезно. Это маленькая страна, и вообще для меня загадка, как премьер-министр Грузии до сих пор держится под этим. То ли давление не такое сильное, то ли... Вот ваш взгляд как военного аналитика по поводу открытия вот этого второго фронта, гипотетического, конечно же. Вероятность открытия второго фронта со стороны Грузии я оцениваю как крайне маловероятно. 0,001, может быть даже и меньше. Все ограничится разве что горячими высказываниями сторонников Саакашвили. Во-первых, это вот на данном этапе Грузия не располагает теми вооруженными силами, которые могли бы решить вот эту проблему. Вот, да, они еще толком-то не отправились от войны 8-8-8.
И опять-таки, чтобы вступить сейчас в бои за Южную Осетию, за Абхазию, нужны качественные иные вооруженные силы. И все-таки реалистично настроенные политики, руководство Грузии в этом, я так полагаю, себе полностью отдает отчет. Ну, судя по заявлениям, Да, да. что еще не время, не время. Но они вообще говорят, заявляют, политики, им понятно, тут дели на 8, Да. но они говорят, что мы окончательно приняли решение, во всяком случае, те политики, которые сейчас у власти, они об этом заявляют, что мы приняли решение, что мы не отказываемся от восстановления территориальной целостности, но только мирным путем. И, видимо, исключительно в этом направлении события будут развиваться, поскольку, опять-таки, для того, чтобы решить что-то военным путем, надо, собственно говоря, располагать соответствующие военные силы. Это вот необычайно банальная истина, но тем не менее, если у вас нет этого инструмента, не надо прибегать ни к каким громким заявлениям. Вот не надо по определению. А то, если мы опять-таки плавно перейдем в другую страну этого региона, где раздаются крики, опять-таки, нас не устраивает мир с Азербайджаном, вот эти все... Вы Армению имеете в виду? Да, мирные соглашения, очень горячие высказывания, размахивание шашками беспрерывное, что вот-вот мы решим эту проблему. Не решите. Вот на данном этапе не решите, поскольку, опять-таки, у вас заявлять можно все, что угодно. Но, опять-таки, заявления политиков должны находиться в точном соответствии с их военными возможностями. Если у вас нет инструмента для решения этой проблемы, не надо ничего заявлять. Тем более противник, ну назовем Азербайджан так, а это действительно все-таки противник, располагает на порядок более мощными вооруженными силами. Это первый момент. Во-вторых, они ободрены, необычайно ободрены. Но вообще армия, которая одержала победу, это совершенно другая армия. Это совершенно другая армия. Тем более в истории Азербайджана как государства не так уж и было много этих военных побед. И она ободрила их просто необычайно. Это качественно другая армия, совершенно другим морально-психологическим настроем. Опять-таки не надо забывать, кто у Азербайджана союзник, который всегда окажет любую возможную помощь. Как вооружением, военной, специальной техникой, так и без всякого преувеличения личным составом в виде хотя бы инструкторских групп, спецназа, советников, всегда окажет в этом плане любую потребную помощь. Поэтому лихие заявления ряда армянских политиков, к сожалению... Скорее оппозиционных больше. Да. Там очень любопытно, это как раз второй вопрос, который я хотел задать именно в этом же регионе. Вы восхитили меня, Михаил Михайлович, несколько. Да, там действительно сейчас есть вот это бурление, опять там уличные какие-то выступления и так далее. В основном они как раз направлены на торпедирование вот этого мирного соглашения, которое было достигнуто по итогам Второй Карабахской войны. И с одной стороны идет вроде бы процесс, там договариваются о границе, демилитаризировать ее и так далее. С другой стороны, вот эти вот выступления постоянные и политическая нестабильность внутренняя в одной из стран, которые пытаются договориться, которая может привести к торпедированию. Вообще это очень опасная вещь. Это очень опасная, которая другой стороне всегда, причем победившей стороне, дает повод для того, чтобы сказать, знаете что, если вы там между собой не можете разобраться, давайте мы сами сейчас решим здесь вопросы, и все, и на этом закончим. Господин товарищ Алиев скажет, раз так, тогда я решу этот вопрос сам. И у него, и опять-таки, возможности для решения этого вопроса у него и военные, и военно-политические возможности у него, инструменты у него есть. Поэтому не будите лихо, мне хочется сказать некоторым оппозиционным армянским политикам. Да, здесь вот было заявление буквально несколько дней, пару дней назад президента Азербайджана, который сказал о том, что Армении надо отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. В ответ у Азербайджана нет сейчас никаких территориальных претензий к Армении. И вот на этом статус-кво нужно остановиться. И перестать говорить в том числе и о статусе Нагорного Карабаха, потому что с точки зрения юридической этого вопроса для Азербайджана уже нет. И эта позиция, в общем, понятная. И вот непонятно, что будет, если вторая сторона на это не пойдет. Да, действительно. Вот такой подход, как вы предлагаете, он представляется наиболее разумным или целесообразным в этой обстановке.
И опять-таки, вот когда говорят, военного решения проблемы нет, это все чепуха. Опять-таки, я это говорю как специалист по оперативно-стратегическому планированию. Если вы так говорите, что военного решения проблемы нет, значит, у вас нет военных сил для решения этой проблемы. Вот и все. Да, ну, к сожалению, это так. А может и не к сожалению, на самом деле. Здесь, смотря с какой стороны смотреть. Да. Реал-политик. Реал-политик, да. Да. Ну, вы знаете, вот мы с вами с самого начала с вот этой специальной военной операции говорим. Я сразу сказал о том, что можно, наверное, однозначно к войне относятся все плохо. И она несет горе, причем в основном как раз мирному населению. Потому что люди, которые все-таки выбрали свою профессию военную, они понимают, да, на что они шли и как. А вот люди, которые попадают в зону боевых действий, они страдают больше всего. Я это видел собственными глазами. Были не такие страшные, конечно, войны, как сейчас идет на территории Украины, но достаточно жестокие, да, в том же регионе, о котором мы только что говорили. И в Нагорном Карабахе, и в Осетии, и в Абхазии. Но с другой стороны, понимаете, когда сейчас Россию во всех грехах там обвиняют, и в том числе в военных действиях, вы знаете, ну не Россия в этом мире придумала войну как решение политических проблем. Да, это было задолго, даже до возникновения России как государства. Поэтому эти вопросы нужно задавать вообще правительствам и политикам, наверное, в целом. И лучше действительно садиться за стол переговоров и договариваться, прежде чем расчехлять пушки. Это, наверное, совет всем политикам всех стран абсолютно. Большое спасибо, Михаил Михайлович, что пришли. Очень интересно было. Вы уж простите, я тут пытался вас провоцировать, конечно же, но это моя работа. Вот. Я надеюсь, что вот через какое-то время, там, может, там, через 3 недели, через месяц, как мы уже заведено, мы вновь встретимся и поговорим о том, что за это время произошло и что нас ждет впереди. Большое спасибо за профессионализм и за возможность с вами говорить. Спасибо всем, кто нас слушал, и до новых встреч.